Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, продолжаем рубрику с нуля до према за 24 часа, где мы с вами смотрим и тестируем различные игровые активности, а также способы, на которых мы с вами сможем заработать на свой первый премиум. За 24 игровых часа новым персонажем. В данном выпуске очередь подошла к тесту карапта в желтых локациях на уровне сложности Охотник. В дальнейших выпусках мы с вами посмотрим и на уровень сложности Следопыт. Конечно же, рассмотрим используемый билд и саму активность проклятых подземелий. Зарабатывать будем, кстати, на Фросте. И тут меня ждал сюрприз от встреченных там тиров и уровня вхождения в активность для новичков. Но потом немного выдохнул. Это по-прежнему хорошая активность для новичков, чтобы поучиться PvP, понять, как работают не только свои кнопки, но и кнопки противника, понять сам процесс PvP в караптах и протестировать различные виды оружия и билды для них, а также, возможно, заработать на свой первый прем. Обращаю ваше внимание, что не стоит засиживаться в них, но тут каждый решает для себя сам. Главное, чтобы игра приносила удовольствие и была интересной. Но достаточно предисловий. Всем позитивного времени суток. Вы на канале EvilFluff, и мы начинаем. По стандарту песчаный пляж, на котором мы просыпаемся. Все та же закупка осликами перед отправкой в крепость еретиков и последующий путь на Королевский континент. Как всегда, стартуем в разных городах. И в этот раз мы посетим город суровых морозов, а также рудокопов и кузнецов, где колыбельной для младенцев служит вечное завывание ветра, шум работающих мехов и нестихающий стук молотов. Величественный Форт Стерлинг станет нашей отправной точкой в стабильном становлении нас, великих, в роли гордых обладателей према и коронки, что он дает. Отыграв 29 минут на данном персонаже, я добрался до города в чудном Т2 сете и с недельным запасом мулов я продаю в городе по заказу на продажу. Хоть и ждать чуть дольше, но и заработок серебра выйдет приличным, ведь мулов у меня было 6. Стартовый капитал у меня ушел на закупку Т3 сета. Открывал я ветку ПВЕ в журнале, чтобы заработать подарочный трехдневный премиум. На самом деле, в статике третьего тира, крепости еретиков, я выполнил задание, а также забрал сундук и рыжую медальку элитного моба, что сразу помогли мне открыть доступ к Т4 сету. Зачистив пару сольников, а также пройдя экспедицию в городе и получив мешок с королевским знаком, я открыл такой нужный мне 15 уровень ношения морозных посохов для получения блинка. А также в процессе их прохождения и заработка я улучшал свое снаряжение до 4.2 тира. Перед походом еще и улучшив его качество. Поскольку поначалу заработок небольшой, то я решил обойтись без расходов на зелья и еду, дабы побольше заработать и уравнять шансы с местными обитателями. Перед отправкой в карапты я прошелся по шоуруму, завершив стартовое задание журнала Альбиона. И получил подарочный прем на 3 дня, еще и подняв уровни ношения и мастерки с полученных оттуда книг интуиции. По итогу, спустя 2 часа и 10 минут у меня был уже полностью готовый персонаж к заработку в желтых караптах. Теперь поговорим подробнее о караптах и нюансах, что с ними связаны. Входим в карапт через логово антиквара, доступ к которому есть в каждом городе. Для доступа к уровню Охотник нам нужно достигнуть базовой мощности предметов в 700 ИП. В самом же карапте нам нужно активировать обелиск, что повысит наши шансы на ПВП и либо забросит нас к противнику, либо противника закинет к нам. Ведь ПВП победы повышают наш заработок в караптах. Помимо сумки с лутом после победы над противником, нам достанется еще и часть его инфейма, что будет повышать наш заработок в проклятых подземельях. С активированным подарочным премиумом средний заработок будет примерно таков. За один заход с победой мы будем получать до 100 тысяч серебра с уровнем рейтинга до 2500. С 2 до 5000 инфейма у нас будет выходить от 90 до 150 тысяч серебра. С уровнем рейтинга инфейма от 5 до 10 тысяч мы будем получать заработок в среднем от 150 тысяч за заход. Выше 10 тысяч рейтинга и заработок от 150-200 тысяч. Если, конечно, нас люто не засыпает книжными сундуками. Но чем выше рейтинг, тем меньше я встречал таких сундуков. За 1 час у нас будет получаться пробегать от 4 караптов в среднем. После вторжения к нам противника нам нужно либо победить его, как вы видели ранее, либо разбить 3 кристалла из 5, и противника либо нас выкинет из проклятого подземелья. При скипе противника, разбивая 3 кристалла, мы не теряем рейтинг инфейма. При поражении он уменьшается в пользу противника. Я скипал противников, что сулили мне вечный кайт, и не желал тратить на них время теста.
Иногда, правда, забирая сундуки у нерешительных игроков, что увеличивало мой заработок в разы. Особенно, когда попадались легендарные сундуки. Да-да, я знаю, фу быть таким. Но, как говорил ранее, после того, как заработаем на первый прем и разберемся с игрой, будем играть в благородство. А пока у нас идет тест. Но, говорю сразу, после таких действий, а еще если вы и скипнули противника, то в свой адрес начитайтесь воодушевляющих речей от ваших оппонентов, насколько вы офигенны и ваши действия великолепны. Кто не понял, я утрировал. Ах да, еще один момент. Не берите с собой ездовую лошадь. Это лишний пункт ремонта при падении. Пара слов об использованном билде. Полноценный ролик на билд с подробными пояснениями выйдет отдельно, конечно же, с записью боев в следопыте. В руки берем морозный посох с такими способностями. Для ПВЕ на Q укус стужи используется при убийстве боссов, помогает быстрее их убить, а также в ПВП против лукообразных или фаеров. При попадании стакает на противнике укус стужи. Стакаем 3 укуса на противнике, и он станется на 1 секунду с небольшим. Нужно приловчиться попадать по противнику. W. Луч мороза помогает быстро заливать мобов при зачистке и убивать боссов. E. Помогает наносить урон в зоне конуса перед собой, замедляя противников, а через 1 секунду еще и обездвиживает. Из пассивных способностей энергичность, что помогает нам восстанавливать энергию при автоатаке по мобам. Для PvP зачастую беру волну холода, пусть и радиус на 2 метра меньше по сравнению с укусом стужи, но хитбокс способности больше и попадать легче, особенно против миличных билдов. Особенность способности в замедлении противника почти на 4 секунды, что помогает нам контролировать дистанцию между нами. W. Ледяная нова позволяет нам блинковаться на расстояние, оглушая противника, если он рядом с нами в момент блинка. Наносит небольшой магический урон и дает нам иммунитет в 0,2 секунды от урона, чем можно доджить некоторые способности противников. Из пассивных способностей берем первую пассивную способность Мороз, что после 4 произнесенных заклинаний позволяет нам обездвижить нашего противника на 1 секунду автоатакой. Довольно полезный бонус, как вы видели ранее в бою с цаплей. На голову берем капюшон охотника со способностью ответный удар, что даст нам сопротивление урону и вернет в противника 85% урона. Способность очищения берем против противников с большим количеством контроля по типу молотов. Энергетический щит неплохо заходит против Бадона, если нам дадут переставиться, но я все равно им сливал. Единственный вид оружия, с которым у меня возникали проблемы на нулевых мастерках. Далее покажу эти бои. Из пассивных способностей берем гармонию разума, повысит наш урон и защиту. На тело берем мантию культиста со способностью левитация, что позволит нам восстанавливать себе здоровье и энергию. Из пассивных способностей используем агрессию для повышения урона. На ноги берем любую латку со способностью омолаживающая пробежка, что поможет нам не только бегать, но и восстанавливать здоровье. Из пассивных способностей при перегрузке грузоподъемность, для ПВП устойчивость поначалу, а после я брал авторитет для увеличения контроля. В левую руку берем Туманный Зов для ускорения времени восстановления способностей. Плащ города Люмхурст для восстановления запаса энергии. Никакой еды и банок с зельями. Иногда противники погибали от ловушек, сгорая в магме. В таком случае нам не засчитывается победа над противником. Он не отображается у нас в статистике. Далее будут примеры моих сливов и побед. После чего открытие сундуков и итоги. Но перед этим, поняв, что ИП нужно больше, я, по мере накопления у меня рун, предметов роскоши и лута с сумками, закупал себе предметы 4-4 тира, для того, чтобы быть конкурентоспособным. В самих же караптах сера, что падает нам с пола, покрывает только ремонт снаряжения после захода, не более. Потому сумма на балансе почти неизменна и увеличивается только за счет продажи лута. Для вашего удобства сделаны тайм-коды, и до встречи со всеми в итогах.
dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. And the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bite. In the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bite. In the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control.
нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец. По итогу, субъективно, это довольно неплохая активность, чтобы заработать и прокачать своего персонажа. Правда, и игроки нам будут встречаться овергиры или с убийствами до 1000. Сразу спойлер, заработок на данной активности начинается после 25 тысяч инфейма в рейтинге. За один заход с PvP сражениями у нас будет выходить до полумиллиона серебра сумками и лутом, и чем выше будет рейтинг, тем больше у нас будет заработок. Повторюсь, при условии, что нам не будет давать 3 книжных сундука из 4. Больше книжных сундуков, меньше заработок. Я бы рекомендовал активировать премиум не на 10 часу игры, как я, а после 16-го. Тогда у нас должна быть инфейма за 25 тысяч. Заявленная разрабами уравниловка в кораптах по луту и поиску противников по рейтингу, к сожалению, не работает. Или просто красивые слова. Мне на старте закидывало игроков с рейтингом под 100 тысяч. А после того, как перешагнул отметку 25 тысяч инфейма, закидывало игроков с нулем инфейма, что довольно странно, как по мне. Для складирования лута мне пришлось купить еще одну вкладку в банке, на что потратил 150 тысяч. Вам их тратить не придется, если продавать лут сразу, а не складировать. Закупка 4-4 сета также некорректно считается расчеткой. Отыграв 23 часа и 41 минуту, по луту у нас получилось на счету 1 151 530 единиц серебра. Мешков с серебром на сумму в 2 288 000. Билд одет стоимостью 2 108 969 единиц. Суммарно лутом получилось 6 998 563 единицы серебра. На ремонт затрачено 186 936 серебра. Суммарно активность нам принесла с нуля 12 697 062 единицы серебра. Также, помимо лута, мы получаем персонажа с примерно такой статистикой, как вы видите на экране. Это то, что получилось у нас на новом персонаже в Кораптах, на уровне сложности Охотник. Также у нас заполнился журнал Альбиона, что принес нам книги обучения, серебро и книги интуиции для прокачки. В основном заполняются ветки первых шагов, созданий и прогресса персонажа. На доске достижений мы полностью открываем ветку приключенца, а также ветку налетчика, именуемой еще Риверка.
Ношение предметов у нас прокачается до 96-98 уровня, а мастерка на предметах будет 69-70. На момент записи прем стоит 28 миллионов 432 тысячи 500 единиц серебра. По сути, да, этого не хватит, чтобы купить прем. И по моим подсчетам, на данный момент, смотри дату выхода ролика, активность может нам принести прем за 37-42 игровых часа. Смотря как у вас будет расти рейтинг инфейма и насколько часто вам будут попадаться книжные стеллажи. Да, долго. И не вписываемся в рамки рубрики. Но, как для активности, в которой мы абсолютно ничем не рискуем, и которая может нам еще и неплохо прокачать своего персонажа, вполне неплохо. Но я лишь показываю вам примерный итог того, что вы сможете получить в данной активности на старте, затратив 24 часа. Надеюсь, помог сэкономить ваше время и определиться с самой активностью, поняв, стоит она вашего времени или нет. В следующий раз заценим охоту и ее прибыльность с нуля. И сможет ли она принести нам прем. Также не забывайте участвовать в викторине. Вам нужно указать количество вот таких котов, что были спрятаны в данном видеоролике, и указать их в комментариях с пометками времени. Первый, кто отыщет всех, получит данный билд, что на мне, в подарок. Викторина из прошлого видео с нуля до према закрыта. К сожалению, запас жареных окуней так и не нашел своего хозяина. Вот и придется все утилизировать в себя. Всем удачной охоты на кота-матроса. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, пообщаться или что-то обсудить. К примеру, какие у вас были забавные моменты во время походов по караптам на охотнике. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или же нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!